Не пасхальное послание. Трамп напоминает, время истекает. 48 часов до настоящего ада. Режим ответил оперативно. Исторический удар. Украинские дроноводы опять переписали учебники по военному искусству. Очередная удача стражей исламской революции. Они сбили ценный летательный аппарат, но есть очень большой нюанс. Громко до звона в ушах, как Путин опровергает Лукашенко. Козырь на руках, кого из друзей США Тегеран может сделать своим союзником. Очередное нападение на военных. Сотрудники ТЦК опять под ударом. АДКБ затрещал. В одной из стран, Москве, ответили угрозой на угрозу. Закручивали гайки, сорвали резьбу. Политику Кремля разнесли в Госдуме. Об этих и других событиях к утру воскресенья 5 апреля. Только главное, без шума и пропаганды. Нехта рассказывает о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Дональд Трамп сделал последнее предупреждение режиму аятолл. Президент США написал совсем не пасхальный пост, напомнив о своем недавнем ультиматуме. Помните, как я дал Ирану 10 дней на заключение сделки или открытие Ормузского пролива? Время истекает. Осталось 48 часов, прежде чем на них обрушится настоящий ад. Слава богу! Режим ответил своеобразно. По данным иранских СМИ, дрон корпуса стражей исламской революции ударил по контейнеровозу МСС Ишика. На борту вспыхнул сильный пожар. В Тегеране утверждают, что судно связано с Израилем. Тегеран отрапортовал о еще одном успехе. Противовоздушная оборона режима сбила не только американский истребитель, но и ценный дрон. Но пикантный нюанс в том, что это дрон китайский. На фото, которыми похвасталось госагентство Tasnim News, эксперты распознали ударный беспилотник Wing Lung 2. Об этом пишет Defense Express. Это аналог американского БПЛА MQ Reaper. Стоит в разы дешевле, но все равно не менее $1 миллиона. Но важно другое. По заявлениям КСИР, дрон закончил свой полет в районе Шираза. Это глубокий тыл Ирана. Рядом объекты ракетной программы. И главный вопрос, чей он? США и Израиль такие аппараты не используют. Среди возможных операторов ОАЭ и Саудовская Аравия. А может, китайские товарищи подсматривали? Как думаете? Но у режима аятолл есть на руках один потенциально сильный козырь. Одна страна из союзников США может перейти на сторону Тегерана. Об этом пишет Хакин. Издание обращает внимание, что в Бахрейне более 70% населения шииты. Но власть держит суннитская династия. Шииты открыто поддерживают Иран, выходят на протесты и сталкиваются с полицией. Власти отвечают арестами и запретами. И это только усиливает конфликт. При этом Тегеран уже угрожает прямым вмешательством, а по стране за месяц нанесли сотни ударов. Цели не только база США, но и промышленность. Если ситуация выйдет из-под контроля, это может стать не просто кризисом, а началом смены власти в регионе. Украина ставит новый рекорд в войне технологий. Пилот Роман с позывным «Халко» из подразделения «Булава» уничтожил 2 «Шахеда-136», находясь на расстоянии около 500 километров от них. По данным команды «Дикие шершни», это первый случай в мире, когда перехват дронов происходил на такой дистанции и сразу 2 целей. Операция прошла с использованием системы Hornet Vision и дронов-перехватчиков Sting, а совсем недавно глава немецкого военного концерна сравнил уровень украинских БПЛА с уровнем домохозяек. Неловко получилось. Как думаете?
Но и о более крупных целях украинские дроноводы не забывают. Как сообщает СБУ, БПЛА поразили Алчевский металлургический комбинат, один из ключевых объектов оккупированного Донбасса, который теперь работает на армию России. Повреждены доменные печи, цеха и энергосистема. После удара предприятие остановило производство. Этот завод поставлял металл на Уралвагонзавод, где собирают танки Т-90М и другую технику. А вот захватчики опять продемонстрировали чисто террористическую тактику. В Никополе российские FPV-дроны атаковали рынок. Погибли 5 человек, ранены 22. Среди них ребенок. Часть пострадавших в тяжелом состоянии. Это не случайный прилет, это прицельный удар по людному месту, где в тот момент были десятки гражданских людей. В Украине совершено очередное нападение на сотрудников территориальных центров комплектации, на этот раз в Виннице. Военнослужащие представились и пытались проверить документы гражданина, который внезапно достал нож и нанес несколько ножевых ранений 2 военнослужащим. Как сообщили в ведомстве, нападавший оказался нарушителем воинского учета с 2025 года. Он задержан. Это уже второй случай всего за несколько дней. 2 апреля во Львове во время такой же проверки несколько ударов ножом получил 52-летний сотрудник ТЦК. От полученных ран он скончался. Еще одна смачная оплеуха для Путина. Одна из стран заговорила о выходе из его военного блока. Армения начнет процедуру выхода из Организации договора о коллективной безопасности, а заодно из Евразийского экономического союза, если Москва примет решение о повышении цен на поставляемый в республику российский газ. Об этом заявил журналистам спикер парламента Ален Симонян. Вопрос, похоже, возник из-за подозрений, что недавняя встреча Пашиняна и Путина в Москве прошла не лучшим образом. Хозяин намекнул гостю, что Армения не может быть в ЕАЭС и Евросоюзе одновременно. А Никол Пашинян, в свою очередь, практически в лицо обвинил Путина в предательстве. Дескать, в свое время позиция Москвы заставила Ереван признать Карабах азербайджанским. А во-вторых, гость заявил руководителю России, что в его стране нет никакой цензуры в соцсетях. Вот. Еще недавно в этой стране жарко обсуждали, впускать ли мужчин призывного возраста из Украины. А вот теперь ограничивают выезд, но уже своим военно обязанным. Германия меняет правила. Мужчины от 17 до 45 лет должны получать разрешение Бундесвера, если хотят уехать за границу более чем на 3 месяца. А тут одновременно, как гром, публикация в Бильд, в котором страну назвали следующей целью Путина после Украины. Какой смысл атаковать приграничные районы между Россией и НАТО, не нейтрализовав предварительно стратегический тыл, а этот тыл находится в Германии? В качестве еще одного аргумента директор Института внутренней безопасности Эстонии Эркки Коорт привел наличие в Германии 3,5 миллионов русскоязычных и других групп, симпатизирующих Кремлю. Молодец! Россия вперед! Путин вперед! Ни шагу назад! Кстати, у нас большое число зрителей из Германии. Как считаете, такой сценарий выглядит реалистичным? Путин опровергает Лукашенко каждый день. Старейший постсоветский диктатор десятки раз ставил себе в заслугу мирное небо над страной, но оно давно перестало быть таковым. Во втором по величине городе Беларуси, Гомеле, становятся регулярными уже не просто полеты дронов. По данным флагштока, на окраине полумиллионного города прогремел мощный взрыв. Накануне именно тут заметили беспилотник, похожий на Шахед-136. Ранее один из главных силовиков Лукашенко, глава местного гестапо, официально называемого Губопиком, разболтал военную тайну, которую диктатор тщательно скрывал. Только за прошлый год и только подчиненные Николая Карпенкова обезвредили 520 дронов, то есть 10 в неделю. Вот такое мирное небо получается у старого вассала Кремля. Спасибо. Спасибо за мирное небо над головой. Спасибо за ваше внимание и за вашу поддержку. Спасибо, Юлечка.
Куба выпускает тысячи заключенных, но главный вопрос остается без ответа. Сколько среди них политических? По данным Reuters, власти под нажимом Вашингтона начали массовую амнистию. Обещают освободить в разы больше, чем тот же Лукашенко. Речь о 2000 человек. Из тюрьмы Лалима под Гаваной начали выходить заключенные, но пока это люди, осужденные за обычные преступления. Кражи, взятки. Похоже, новое поколение коммунистов, правящих островом, решили провернуть старый фокус Фиделя Кастро, который делал такое более 40 лет тому. Неужели они надеются, что Дональд Трамп и тем более Марко Рубио так плохо помнят историю? Фильм «Лицо со шрамом» они точно-то смотрели. Вот и Reuters пишет, что в Вашингтоне внимательно следят за процессом и требуют освободить именно политзаключенных. А вот в Госдуме свой бунт. Депутат Вячеслав Мархаев раскритиковал Минцифры и предложил переименовать ведомство в Министерство цифровой деградации. По его словам, вместо развития блокировки, замедления интернета и регулярные отключения связи по всей стране. Ложная мишень. Борьба с внешними ресурсами превратилась в фарс. Мы обязаны пресекать угрозы и мошенничество, но сегодня основные усилия на замедление YouTube, блокировку телеграм-каналов, давление на западные соцсети, при этом в отечественных экосистемах. В том же Макс криминал чувствует себя вольготно. Телефонные мошенники, фишинг, продажа наркотиков, колл-центры. И что делает Минцифры, вопрошает депутат, и сразу же отвечает: почти ничего. Борьба имитационная. Похоже, запреты, исходящие из Кремля, мешают уже самым высоким представителям этого режима. Кроме Путина, конечно. На днях ему принесли не просто обычные альбомы, а вот такую грамоту. Сразу о половцах с печенегами вспомнилось, а вы тут со своим интернетом. Сколько бортов и генералов потеряла страна-агрессор? В чем Китай де-факто обвинил Россию? Кто ослабил пропаганду одного из старейших диктаторов мира? Какая крупная страна отказывается от услуг Москвы? И кто из влиятельных россиян заявил о создании многомиллионного сопротивления? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже вечером.